Всем привет, друзья! В этом видео я отвечу на вопросы наших зрителей, почему желтеют листья на петуньи. И выделим мы основные несколько причин. Показывать и рассказывать буду на примере растений, которые выращиваем мы в своем рассаднике. Вот этим растениям порядка 3 месяцев. Выращивание начинали в комнатных условиях, проводили там посев, досвечивание, первую пикировку. И затем, чуть больше месяца назад, месяца 10 дней назад, мы вышли в рассадник. Здесь уже не проводили никаких досвечиваний. Единственное, что перепикировали в рассадные стаканы. Выращивание проводим в рассадных стаканах объемом 300 мл, около 300 мл. Друзья, на стеллаже мы свои растения, конечно же, расставили. Но даже несмотря на то, что растения у нас расставлены, им уже тесно. И вот видите, снизу мы можем наблюдать, пожелтение происходит листьев. Вот на одном растении, вот дальше я вижу, не знаю, камера откроется сейчас, но не важно. Важно то, что мы такое встречать начали на своих растениях. И многие зрители спрашивают, почему это происходит и как этого избежать. Ну давайте осмотрим некоторые растения, посмотрим, как они выглядят на данный момент. Выглядят они вот так, но это не самый лучший, наверное, представитель. Давайте следующее посмотрим. Вот достаточно пышные, они разрастаются, они уже сомкнулись между собой. Даже несмотря на то, что мы их расставили, им уже тесно. Так почему же все-таки желтеют листья? А причин здесь две. Первая причина: растение может начать перебрасывать азот со старых нижних листьев, а внизу старые листочки. Они уже, по сути, функцию свою выполнили. Они могут передать, точнее растение может азот из этих старых листиков перекинуть в молодые листья, которые активно развиваются. Ну, такое можно часто встречать на любых других растениях. Вот эти листочки перестали выполнять функцию процесса фотосинтеза. Они настолько находятся в тени сейчас, вот их и не видно. Естественно, если мы их не видим, то солнечный свет тоже до них добирается с трудом. Они все меньше и меньше имеют значение для дальнейшего развития растения. Растение забирает у них азот, перебрасывает наверх. Вот две причины. Либо в целом нехватка азота, либо нехватка солнечного света. Чтобы решить эти проблемы, можно либо провести азотную подкормку, но куда этим растениям проводить азотную подкормку, которая вызовет дальнейшее их еще быстрейшее развитие? Им сейчас не нужно развиваться вот этим растениям, потому что, ну, согласитесь, им и так уже тесно. Если мы еще подтолкнем их развитие дальнейшее, то им еще станет теснее, они еще больше начнут вытягиваться, и качество их еще больше будет ухудшаться. Это что касается азотной подкормки. Поэтому азотную подкормку я бы вот этим растениям не хотел проводить, и мы не будем проводить. И второй способ, как исправить ситуацию. Кстати, вот петуния, это у нас на втором стеллаже. Так вот, второй способ исправить ситуацию — это провести дополнительное расставление, расстановку дополнительную этих растений, раздвинуть их еще, чтобы растения начали получать солнечный свет со всех сторон, либо высадить растения уже на клумбу. В противном случае листья на этих растениях будут один за другим желтеть, и постепенно они будут перемещаться по ярусам. Начнется все с нижних нескольких листочков, потом ярус выше, выше, выше. И так может пожелтеть значительная часть листочков. То есть качество петуний мы существенно ухудшим непринятием мер. Ну а все идет, конечно же, от чего? Все идет от тесноты, потому что мы высеваем большое количество, вот, ну, в кавычках можно так сказать, в хорошем смысле, наша жадность, семена, все посеять, чтобы ничего не осталось, да куда-нибудь потом приткнем. Ну, когда сеем, вот иногда такая мысль возникает же, да, в голове, куда-нибудь найдем место. Потом место, конечно, не находим, уже начинаем тулить то где-то под стеллажиком, где солнца мало, то на стеллажике уплотняем, без расстановочки и так далее. Растения от этого страдают. Это первая ошибка, что слишком много сеем, не рассчитывая площадь, на которой будем выращивать рассаду. И вторая ошибка, друзья, конечно же, это неправильный выбор сроков. Вот если бы мы посеяли вот эти петунии на неделю, на 2 недели позже, она сейчас была бы гораздо качественнее. Она была бы поменьше в развитии, но зато она была бы более компактная, более пышная.
и чувствовала бы себя прекрасно. И вот этих желтых листиков мы бы на своих растениях не увидели. На этом видео закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.